Всем привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Финальный день марафона показов недели моды в Париже коллекцию «Осень-зима» 2025-2026 представил именитый французский дом Lanvin. После затяжной паузы бренд вновь покоряет подиум модной столицы. Презентация совместной линейки мужских и женских образов состоялась под руководством нового креативного директора Питера Коппинга. Кандидата на эту позицию искали более года. Очевидно, у них нет средств нанять звездного дизайнера. Так обсуждали всех возможных претендентов на должность острые на язык редакторы модных изданий и фэшн-критики. Однако к назначению Коппинга здесь отнеслись с большим уважением, пусть даже его имя не слишком известно широкой публике. Все же дизайнер, который в моде с начала 90-х успел поработать креативным директором Нино Ричи и Оскар де ла Рента. Он также сотрудничал с Марком Джейкобсом и Кристианом Лакруа. А в Lanvin пришел прямиком из Balenciaga, где сначала возглавлял кутюрное направление, а потом вип-ателье. Задачу на новом месте перед Питером поставили ровно одну, зато какую – вернуть затухающему бренду былое величие. То есть поднять спрос и продажи Lanvin до времен Альбера Эльбаза, которому точно так же однажды поручили спасти от разорения дом, основанный Жаном Lanvin более века назад, еще в 1889. В преддверии модного шоу не было никаких громких интервью, никаких рекламных кампаний, подогревающих интерес к дебютной коллекции. Лишь пару-тройку абстрактных тизеров с винтажными открытками Парижа в соцсетях. Впрочем, индустрия знает немало примеров, когда лучшими оказываются как раз те, кто не распыляется на слова, а предпочитает сосредоточиться на одежде. Возможно, Питер из таких. Как объяснил модельер за кулисами, эта коллекция глубоко личная. Она – дань уважения миру моды Жанны Lanvin, ее непревзойденному французскому шику, ее ощущению стиля. И судя по нынешней презентации, дизайнер постарался угодить в том числе и личному вкусу основательницы бренда. Ведь даже геометрический рисунок покрытия, по которому вышагивали модели, был точно копией узора ковра из ванной комнаты Жанны. Особую роль в коллекции играет знаменитый синий цвет Lanvin, фирменный оттенок, ставший символом французского дома. Сегодня на подиуме он звучит как связующая нить между прошлым и будущим марки. Да, Коппинг основательно поработал с наследием бренда. Наиболее цельной и убедительной в этом плане оказалась финальная часть показа. Для пошива вечерних нарядов дизайнер использовал любимый Жанной бархат. При дальнейшем просмотре, друзья, рекомендую обратить внимание на скульптурного кроя черная макси с покрывающей плечи серебристой деталью, напоминающей испанскую шаль. Также модельером был сделан реверанс в сторону знакомого фирменного силуэта с заниженной талией и пышной юбкой, что роскошно выполнено в черном бархате. Но приз зрительских симпатий получил заключительный наряд из мятого золотистого ламе, где юбку словно собрали из лепестков цветочного бутона. Черты успешной эпохи бренда 20-30-х дизайнер отразил уже в первом образе, открывающем показ, предложив комплект из бушлата и струящейся юбки. Тему поддержали пальто из кожи и плотной шерсти, элегантный кит с бахромой. Из вязаных вещей отмечу джемпер в баклажановом тоне с объемными рукавами и серый трикотажный комплект, где свитер изящно пристегнут к юбке брошью-булавкой. Не забыл Коппинг добавить в коллекцию знаменитые летящие платья. Ими дом Lanvin славился в нулевых и начале десятых. Но особый интерес публика проявила к нарядам, которые на первый взгляд могут показаться скромными и даже аскетичными, но совершенно преображаются, когда модель повернется к зрителю тыльной стороной, демонстрируя изящно открытую спину. Что касается мужского направления, для Питера это дебют, причем довольно успешный. Внешне привлекательный, универсальный, удобный гардероб на предстоящий холодный сезон, пожалуй, так я вкратце скажу о пальто из английского клетчатого драпа, кардигане с ромбовидным узором или свитере с меховыми вставками, о кожаном бомбере и технологичных с виду тренчах. Несмотря на множество положительных отзывов, нынешняя осенне-зимняя коллекция получила и несколько критических замечаний. В индустрии моды посчитали, что ей не хватило того обаяния, ироничности, характерной для звездного прошлого Lanvin. Ведь иронию называют важной оптикой в наследии Жанны. А без нее вся эта буржуазная классика, выход на подиум модели 50+, и явное желание привлечь аудиторию постарше, по мнению фэшн-критиков, пахнет не столько брызгами шампанского, сколько пыльным сундуком. А какие у вас, друзья, впечатления от представленных модных образов? С интересом жду обсуждения в комментариях. Не забудьте поддержать мой обзор лайком. Приятного просмотра, красоты,
Всем хорошего дня и только позитивного, солнечного настроения!